Здорово, народ, и в этом видео хочу поделиться с вами кейсом, как я заработал на арбитраже на листинге токена Bloom. Я думаю, все про эту таблику слышали, и я поделюсь с вами, как я заработал 100 баксов, буквально сделки вытянул 100 баксов за пару минут. Я заходил на 40 долларов, в итоге плюс дополнительно 60 долларов забрал, и сейчас вам покажу все трейды. Как видите, вот заходил прям в начале самого пампа, разгружался здесь и на самом пике разгружался. Сейчас разберем эту сделку более подробно. Видео будет очень интересным и полезным, поэтому влепите ему лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы... Погнали! Я в своем сообществе Криптобаза, это мое закрытое сообщество, в которое можно вступить по ссылочке в описании, дал кол. Смотрите, цена на гейт отстает, на BitGet цена была 0.13, а на гейте 0.098, то есть у нас есть спред между биржами. У нас фьючерс на гейт сильно отстает, плюс еще фандинг был минус 2%, это вообще самый максимальный фандинг, жестко там перегретый. Вот, и поэтому мы зашли в лонг на бирже гейт, потому что фьючерс стремится к спотовой цене. Если, допустим, на какой-то из бирж цена сильно завышена, а на других еще отстает, то вероятнее всего цены будут сходиться, рано или поздно не сойдутся. Поэтому мы с вами можем за арбитражей зайти в лонг. Соответственно, когда цена на фьючерсах на гейте потянется к спотовой цене BitGet, зафиксировать сделку. Как я, собственно, и сделал. Вот можете посмотреть, плюс 7 долларов, плюс 17, плюс 52. Вот фиксации мы здесь, мы сейчас тоже перейдем на биржу, это все покажу, плюс 63 доллара. И в итоге суммарно я из сделки смог забрать 63 бакса. Можно было забрать больше, но получилось 63, тоже как бы неплохо. Это буквально за пару минут, смотрите. Дал кол я во сколько? Дал кол я в 15.56, где-то в 16.00 я зашел, и буквально в 16.02. И последняя сделка, которая была плюс 63, короче, 16.05. 5 минут занял, чтобы заработать 60 баксов. Показываю. Почему я именно зашел в лонг. Как я и сказал, что цена на гейте отставала от цены на BitGet. Смотрите, где у нас цена. Вот, допустим, время, видите, внизу 15.06, да? 15.20. Посмотрите, где цена находится. То есть цена 0.087. Вот катается по дну. Здесь вот, посмотрите, 0.089. 15.40. Теперь зайдем на BitGet. В это же время 15.40. 15.40, видите, где цена находится? 0.011. Там меньше 10 центов, тут уже 0.11. И даже если здесь посмотреть, в 14.40 цена была 0.14600, да? 14.40 смотрим здесь, 14.40, вот. 14.40, цена находится 0.091. То есть пока мы здесь вот болтались на гейте, здесь была возможность зайти в лонг. Здесь. То есть здесь до сих пор цена отставала. Вот, ну, сами по графику видите, что здесь нет такого пампа, вот здесь вот, как здесь был, да? И цена минимум тут опускалась за 0.11. А у нас тут цена вообще по дну каталась 0.089, 0.09. Вот, поэтому как бы здесь можно было заходить в лонги. Я зашел прям перед самым пампом, заметили, зашли и забрали профит. То есть здесь фиксация, здесь фиксация. Показываю ордера, ну вот как бы биржа BitGet, все обновляется, вот мои ордера. Ордер на покупку по цене. Ну, кстати, вот, буквально вот реально зашел в 16.01 и последняя фиксация была в 16.04. То есть, ну, 4-5 минут забрал, заработал 60 баксов. Вот ордера мои на фиксацию видно, плюс 9.67, плюс 17.20 и плюс 32-36 долларов. Потом я поставил стоп без убыток, и у меня по стопу без убыток выбило минус 1 доллар. Все. Поэтому как бы здесь вот я поставил уже стоп без убыток, потому что я уже заработал. Здесь вот стоп поставил, и здесь вот был вынос, да. И здесь снесли мой стоп, и как бы все. На этом закончилось. Ну, как бы заработали 60 баксов. Тоже неплохо за 4 минуты, за 5 минут заработать. Вот Trade History, здесь это можете все посмотреть. Открытие лонгов, закрытие лонгов. Я заходил на 40 баксов, опять же, повторюсь, с 10-м плечом. Значит, итого в сделке объем был 400 долларов. И получилось забрать 60 баксов, неплохо. То есть к моим 40 плюс 60, в итоге 100 баксов я вытянул из сделки. Вот, соответственно, это я уже выводил из биржи трансфер. То есть я закинул, где-то вот трансфер. Вот, я закинул 160 баксов. То есть я заходил не на все бабки, потому что нужно еще на маржу оставить. Вот, здесь были открытия позиций, фиксации были, фиксации. И потом в итоге 230 баксов я вывел с биржи. То есть я закинул 160, 170 и вывел 230 с учетом прибыли. Вот такая вот сделочка простая. Думаю, вы разобрались, как это работает. То есть, смотрите, если где-то цена сильно высоко, допустим, вот на BitGet она даже долетала на 0.18500, да, а на гейте максимально было 0.17465. То есть, все равно на гейте отставал, даже здесь на пике, когда цены уже более-менее сошлись, все равно на гейте цена отставала. Соответственно, если у нас спот сильно растет, а фьючерс не успевает, то вероятнее, что фьючерс потом подтянется к споту, потому что фьючерс стремится к спотовой цене. Также можно и в шорт работать. Если, допустим, цена на
всех биржах низкая, а на какой-то из бирж она сильно высокая, то там можно шортить, потому что, вероятнее всего, там цена опустится. Опять же, здесь нельзя использовать большие плечи. 10-е плечо это прям уже было очень рискованно, потому что здесь дикая волатильность, это новый листинг, это Bloom, и много пользователей, все, кто-то продают, покупают, и поэтому жесткая волатильность могут выбривать, там 10-е плечи даже могут выбривать вообще без проблем. Ну, вы сами видели, тут взяли, сбили шортистов, потому что много кто шортил на листинге, спустились вниз, потом еще вниз дали палки, вот, сбрили лонгистов, то есть, ну, просто бреют в разные стороны, поэтому опасно такое торговать, но когда находится такое вот расхождение между ценами, то такие возможности можно забирать и зарабатывать. Опять же, если хотите получать такие сигналы, хотите зарабатывать в криптовалюте, то у меня есть закрытое сообщество криптобазы. Здесь у нас ходит чатик, где мы общаемся, я всегда помогаю по всем вопросам, объясняю, вот, расписываю все в голосовых, каждый любой вопрос мне может задать, абсолютно каждому помогаю. Есть у нас стейкинг, получается DeFi стейкинг, ветка, где мы разбираем всякие DeFi протоколы, ветка с играми, где мы делимся там своими результатами, сколько мы там заработали в играх, там листинги и прочее. Трейдинг, тут даются сигналы по трейдингу, то есть даются вот такие сигналы по трейдингу, я рассказываю, куда я захожу, почему я захожу, показываю все эти сделки. Потом сливы с приватных сообществ, здесь находится информация с других приватных сообществ, то есть то, что люди публикуют в других приватках, там трейдер 80/20, разумный инвестор и мысли других людей, сюда все публикуется. Спот трейдинг, тут даются сигналы на мемкоины, на спот, анализ токенов, здесь я рассказываю, как я анализирую токены, инвестиции, тут я делюсь своими покупками, что я покупаю, какие токены захожу, также тут мой портфель есть, обзор моего портфеля, вот он, поэтому здесь тоже это все отображается, все мои покупки в онлайн режиме. Есть вкладочка сливы курсов, здесь огромная база на десятки тысяч долларов курсов, просто курсы от разных трейдеров топовых, здесь это все находится, можно абсолютно зайти, попробовать скачать любые курсы, посмотреть, как люди, профессионалы торгуют и научиться этому. Также есть курс по трейдингу, если вы прям новичок, можно с нуля обучиться трейдингу, вкладочка образования, там полезные статьи и видео по криптовалюте, вкладочка DEX торговля, там можно обучиться торговле мемкоинами на DEX, как анализировать контракты. Короче, топовое сообщество по криптовалюте, здесь находится все в одном месте, все, что нужно криптону, сигналы, обучение, все находится в одном месте. Поэтому, если хотите зарабатывать в сфере криптовалют, то ныряйте по ссылочке в описании, вступайте в криптобазу, там можно подробнее ознакомиться, как попасть туда и зарабатывайте вместе с нами. Ну что, в итоге с листинга Bloom я забрал с самой тапалки 193 бакса, с трейда забрал 60 баксов, ну как бы практически 260 баксов получилось забрать, неплохо, так, как бы год фармили, полгода там я уже забил, не заходил особо, но в итоге получилось 260 баксов забрать, как бы неплохо, такие быстрые трейды, там зашли, забрали, там год пофармили, ладно, не быстро такой трейд, но все же, вот такие вот кейсы, буду делиться с вами кейсами заработка, как я захожу в сделки, разбирать свои сделки. Если вам такой формат интересен, то обязательно напишите об этом в комментарии, влепите видосику лайк, чтобы он продвигался, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, а мы с вами увидимся в следующих видосиках. Всем пока!